Всем привет, друзья! Сегодня у нас тема для тех, кто ходит иногда на работу, ну, либо в походы на рыбалку, на охоту. Очень нужная вещь в этих делах – это небольшой термос. Термос с термометром. Он даже пригодится тем, у кого нет термометра в доме. Можно померить температуру воздуха. Минус то, что у него батарейки внутри, и их надо иногда менять. Информации никакой нету ни на сайте производителя, нигде. Но порыскал по интернету. Там стоит обычная таблетка 3-вольтовая, 2032 наименование ее. Ее обычно хватает на 2-3 года при нечастом пользовании. Ну, так вот. Как она меняется, нужно снять вот этот ободок. Он плотно сидит. Ну, чтобы в тиски, как говорится, не зажимать термос, что делают люди, которые с техникой на «ты»? Они либо охлаждают самое изделие, либо нагревают изделие, чтобы расчленить, как говорится, и вынуть тугосидящую деталь. Можно полить кипятком, окунуть кипяток, либо в холодильник засунуть, в морозилку там на 5-10 минут. Если вы решитесь снимать вот эту часть и добираться до батарейки с помощью кипятка, рекомендую одеть пакетик сверху и потом поливать кипяточком. Потому что кто его знает, какие тут уплотнения, может быть, неплотные. И туда попадет влага. Соответственно, для электроники, для той же батарейки это будет не гуд. Поэтому одеваем пакетик сверху, поливаем еще ничко. Ну, либо просто, или опускаем одели пакет и опустили в кипяточек. Я попробую снять так. Уже 75 градусов было, как вы заметили раньше, меньше 72 было. 75 теперь. Достаточно плотно, да, сидит. Снимается в разных термосах по-разному. У меня, судя по тут стыку, эта колечко снимается наверх. У некоторых вниз. То есть откручиваете крышку и тогда уже вниз опускаете. Сделаем перерыв, как говорится. Вы идете пить кофеек, чай, пиво, можно крепкие напитки. Я выключаю камеру, иду, ложу это дело в морозилку на 5 минут. Прихожу, включаю камеру, и мы продолжаем наше видео, чтобы не делать два разных видео, обзора термоса и смену батарейки. Посмотрим, как это дело снимается и как там расположена батарейка. До встречи через несколько минут. Ну что, продолжим, господа. Принес я крышечку с морозилки. Не обязательно весь термос в морозилку кидать, достаточно крышки. Попробуем снимать. Надо немножко сделать, скажем так, горочку. И будем снимать. Потому что дисплей слегка выпуклый. Что-то пошло немножко. Плотненько сидит. Мучение еще то, скажу я вам. Так, господа, я уже хотел, в принципе, извиниться. Сказать не получилось. Потому что снять удалось только с помощью, сами знаете, какой матери.
Я подложил вот такую пробочку вниз. Ну, полотенце сверху на пробочку, чтобы как бы дисплей не царапался. И давил вниз. Колечко снялось. Оно металлическое. Вот почему мы используем способ расширения и сжатия. То есть либо в морозилку, ну, я отнес, в принципе, на 5 минут, ну, не на 5, там где-то 7 минут. Маловато. Надо, наверное, минут 20 какие держать. Ну, либо использовать что-то горячее. Кипяток, что я вот говорил в начале видео, я думаю, вам не поможет. По крайней мере, мне. Не знаю, как у кого кольцо это сидит, но мне конкретно плотно сидело. Поэтому нагревать, если будете, то с помощью либо строительного фена, либо возьмете у жены, у подруги фен для волос. Ну вот, как бы так, снялось, в общем, колечко. Что у нас дальше? Дальше у нас снимается вот это стеклышко пластиковое. Сейчас я камеру увеличу. Так, вот я увеличил. Блин, солнце отражается. Тут у нас... Так, где камера? Есть такая выпуклость, вот видите. Это кнопка включения, скажем так. Покрыта, не знаю, чем-то там поролоном внутри. И сверху металлическая такая сеточка. То есть легкое прикосновение, и дисплей включается. Сама электроника сидит на защелочках. Так, раз, два, две с боков и как бы по одной сверху. Просто подцепляем чем-нибудь. Я подцеплю ножичком. И поднимем электронику. Вот она поднимается. Вот. На проводках термодатчик. Так. Видно, нет? Фокус. Вот. Термодатчик просто лежит там внутри, на вот этой, на пластике. И с обратной стороны у нас металлическая часть там на пластике лежит. Так что, когда обратно ставим термодатчик, просто выпрямляем проводок слегка, ну и ложим туда, и все, он там касается. Батарейка вот. Плюс нарисован. Вынули, вставили другую. Батарейка 2032. Стандартная, в принципе, батарейка, широко используемая везде, во многих радиоустройствах, ну, электронике. Вот так. Так что собираю назад проводок термопара, скажем так. Не знаю, сейчас в современных школах учат или нет. Мы на физике изучали термопару. Два проводка. Здесь они в конце сварены специально. И можно измерять температуру и напряжение в разных частях. В смысле, частях изделия какого-нибудь. Так, вставляю. Термопара должна касаться крышечки внутри. Потому что если вы просто вставите, она будет не касаться, вы ее потом никак не сделаете, чтобы она касалась. Так, по-моему, защелки встала. Сейчас я посмотрю поближе. Да, захлопнулась. Все хорошо. Самое интересное у датчика, когда низкая температура, самая вот эта капелька там, видите, наверное. Так, фокус, где фокус? Капелька горит зеленым. Когда температура выше,
она переходит, ну, в другой цвет. Ну, желтый, оранжевый и потом красный, когда горячая. Так, сейчас я проверю, термопар касается. Можно подвинуть слегка ножичком. По центру сделаю. Потому что если касаться не будет, она будет висеть в воздухе и будет измерять температуру воздуха. А нам нужно, чтобы она измеряла температуру жидкости. То есть температуру вот этой крышечки, в принципе, она мерит. Ну вот, как бы да. Нет, я лучше ее поправлю. Надо слегка больше изогнуть. Так, вставляю. Сори, что вам не видно. Ну уж как есть. Все защелкнулось. Есть. Теперь что я сделаю? Чтобы не мучиться больше в следующий раз. Надеюсь, что это не скоро произойдет. Там, через года 2. Ну или через год. Как пойдет. Я довольно часто пользуюсь термосом. Не только в холодное время года, но и в теплое время года. Просто на работу кофе беру. Я это дело смажу силикончиком. Есть у меня вот такой силикончик. Я его беру на рыбалку. Смазываю свои удилища. Ну, рыбаки знают, что когда вставляешь одну часть удилища в другое, ну, как бы состыковываешь, то потом тяжело вынуть. Лучше это дело смазать силикончиком. Вот вторая напасть. Так, чуть-чуть силикончика. Промажу я внутри колечко металлическое. Оно легко, во-первых, оденется. И потом будет также, по крайней мере, легче будет сползать. Ну, у кого такого силикона нет, может в любом автомагазине пойти купить спрей силиконовый и побрызгать. Ну, или просто в аптеке вазелин купить. Так, не смешно, да? Ладно, так, пальчики вытрем. Силикон убираем. Так, это нам не надо уже. Ну и все, одеваем крышечку. Натягиваем, вернее. Желательно ровненько. На ровную поверхность поставить. И ровненько. Вот так будет виднее вам. И ровненько прижимаем. Пошло, как говорится. Ну и в чем мой косяк, знаете? Подсказываю. Забыл стеклышко вставить. Начнем все сначала. О, бог мой. Что ж так? Ну, извините, видео будет длинным. Разбираю. Господа, силикон творит чудеса. Снялось достаточно быстро, легко. Так. Назад ставим. Все. Ставим датчик. Распрямляем термопару. Вставляем. О, защелкнулось, вы слышали? Так, проверяем термопару, как она там сидит. Берем стеклышко, не забываем. Так. Нет, его надо положить вовнутрь
крышечки. Пальчики желательно там не оставляем свои, иначе будут отпечатки пальцев. Так, видите, не видите. И одеваем. В ладонях легко сжимается, в принципе. Силикон все-таки творит чудеса. Так, почти прижалась. Теперь нам поможет полотенчик. Все, почти. Проверяем. Нет, еще не совсем села. Зажимаем. Ну да все. Отлично. Фу, господа, я вспотел. Так что берите на заметку. Холодильник минут на 20, на 30 и силикон. Снимаете, меняете батарейку, смазываете силиконом, одеваете. Вот температуру можно померить. Но сейчас солнышко, жарко. 36 градусов показывает. Не знаю, видите вы или нет. 36. Так, где мой фокус-то? Сейчас я камеру уменьшу. Так, сколько у нас тут показывает на солнышке-то? 36 градусов. Гаснет-то быстро, как... Да, 37. Оба. Ну что, господа, честно говоря, я устал. Не знаю, как вы. Ну что, я, по крайней мере, буду сам знать, как тяжело все это дело снимается. Ну и как вообще снимается. Ну и вы тоже, естественно, будете знать. В общем, если купите такой термос, милости просим на мой канал посмотреть его устройство, замену батарейки и так далее. Ну и все, как обычно. Всем удачи, всем хорошего дня. Кому понравилось, пальцы вверх ставим, подписываемся, колокольчик нажимаем, чтобы не пропустить интересные видео. Пока.